Приветствую вас, друзья! Уже известно о том, что США передадут Украине в первой поставке 31 танк «Абрамс» в современной модификации М1А2. Эту информацию сначала опубликовало издание «Политика», а затем подтвердила заместитель главы пресс-службы американского министерства обороны Сабрина Син. В экспортных танках «Абрамс» используется иной тип брони, нежели в танках, эксплуатируемых армией США. Точный состав американской брони засекречен, но в ее основе лежит обедненный уран, плотность которого превышает плотность свинца, обеспечивая тем самым мощное бронирование. Украина получит танки М1А2, но с заменой в комбинированной броне элементов из обедненного урана на элементы из броневой стали. США так делает всегда для экспортных танков. Броня у данных танков комбинированная и многослойная. Бронезащита составляет 700 мм от кинетического снаряда в лоб корпуса и 1200 мм на башне. Но это касается модификации М1А2. Если же мы говорим о модификации М1А2 СЭП, то в ней бронезащита составляет уже 1100 мм от кинетики на корпусе и 1600 мм на башне. Топливо и боеприпасы в «Абрамсе» расположены в отдельных от экипажа бронированных отсеках с выбрасываемыми панелями. Это обеспечивает защиту экипажа от риска детонирования собственных боеприпасов в случае подбития танка. В целях предотвращения пожара в отсеке экипажа танк оснащен газовой системой тушения пожара, которая автоматически включается и гасит пожар за секунды. «Абрамсы» для Украины дорабатываются на американском танковом заводе под управлением корпорации General Dynamics. Новые танки «Абрамс» уже не производятся. На этом заводе «Абрамс» М1А1 модернизируется до версии М1А2. На данный момент завод выполняет заказы от Тайваня на 108 М1А2, Польши на 250 М1А2, Кувейта на 218 М1А2 и Австралии на 75 М1А2. Украина, скорее всего, получит свои танки вне очереди за счет контрактов с Кувейтом и Тайванем. «Абрамс» М1А2 значительно превосходит свою предыдущую версию М1А1. В отличие от А1, работающей по аналоговой системе, «Абрамс» А1А2 работает уже на цифровой. Как заявил генерал армии в отставке Роберт Абрамс, в честь отца которого и был назван этот танк, разница как между проводным телефоном и тем айфоном, который вы держите в руках. На танке «Абрамс» установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. При весе 63 тонны он может развивать скорость 72 км в час по шоссе и 48 км в час по пересеченной местности. Но если убрать ограничитель, то танк может разогнаться до 102 км в час по шоссе. Двигатель «Абрамса» способен работать на дизельном топливе, керосине, бензине любой марки или топливе для реактивных двигателей JP4 и JP8. Экипаж танка состоит из 4 человек: командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель. Из вооружения на нем установлена 120 мм гладкоствольная пушка М256 с длиной ствола 44 калибра, такая же, как и на немецких танках Leopard 2 от Rheinmetall, но усовершенствованная. Боекомплект состоит из 42 выстрелов. Кроме пушки, на «Абрамсе» установлены два 7,62 мм пулемета М240 с боекомплектом 11400 патронов и один 12,7 мм пулемет М2 с боекомплектом 1000 патронов. Для пушки имеется достаточно обширная линейка боеприпасов. Это и фугасные, и кумулятивные, и бетонобойные, и бронебойные подкалиберные с оперением, и картечные. Подкалиберные снаряды «Абрамса» могут пробить 850 мм брони с динамической защитой на расстоянии 2000 метров, что в принципе достаточно для уничтожения всех типов советских и современных танков России. Но самое главное в «Абрамсе» — это современная
система управления огнем, которая считается лучшей в мире. Прицел наводчика оснащен лазерным дальномером, тепловизором и стабилизирован в двух плоскостях. Командир пользуется панорамным тепловизионным прицелом. Механик-водитель также имеет тепловизионный прибор ночного видения. Прицеливание в цель типа танк обеспечивается на расстоянии до 5 км. Командир танка способен самостоятельно осуществлять прицеливание и вести огонь. Электронный баллистический вычислитель с высокой точностью рассчитывает угловые поправки для стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемета. М1А2 оснащен танковой информационно-управляющей системой, инерциальной навигационной системой и улучшенными радиостанциями. Система FIBI-CB2 делает Абрамс неотъемлемой составляющей концепции сетицентрической войны, когда вся боевая техника на поле боя, включая средства связи и разведки, в том числе военные спутники и беспилотники, объединяются в единую систему для постоянного обмена информацией. Командир танка на цветном дисплее видит карту местности с расположенной на ней союзной и вражеской техники в режиме реального времени. Это дает возможность максимально эффективно использовать абсолютно каждую единицу боевой техники и противодействовать даже превосходящим силам противника. За все время было изготовлено 10 700 танков Абрамс, из которых 2500 стоят на вооружении армии США, а 3700 находятся на хранении. Стоимость танка М1А2 оценивается примерно в 5,5-6 миллионов долларов. Абрамс М1А2 – это современный высокотехнологичный танк, способный при наличии подготовленного экипажа проявить себя на поле боя как в обороне, так и в наступлении. Хотя 31 Абрамс – это небольшое количество, но давайте вспомним, сколько американской техники Украина получала в самом начале войны и сколько она получает ее сейчас. Вполне возможно, что после первой поставки Абрамсов будет и вторая, и третья, и четвертая, и общее количество американских танков будет исчисляться сотнями. Не стоит думать, что Абрамс – это какая-то вундервафля, способная вмиг изменить ход боевых действий. Абрамс – это всего лишь высокотехнологичный современный танк, считающийся одним из лучших в мире. Но самое главное – это экипаж, который находится внутри. Если он будет качественно подготовлен и безупречно слажен, тогда потенциал этого танка может быть раскрыт на все 100. И не нужно недооценивать врага, потому что в конечном итоге это может плохо закончиться. Пока в Украину готовится к отправке 31 Абрамс, Россия уже получила 3 десятка танков Т-34 из Лаоса, которые, по заявлению российских экспертов, еще не утратили свою боевую мощь. Как минимум половина этих танков выпущены в 1944 году, то есть во время Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, легендарные Т-34 все еще на ходу, да и боевая часть здесь находится в рабочем состоянии. До недавнего времени вся эта уникальная техника состояла на вооружении армии Народно-демократической республики Лаос. Все танки передали Министерству обороны России в рамках военно-технического сотрудничества. Call me a